Вот эти две костяшки. Если попадете этими костями, они тоньше, они маленькие. Изучите свою руку. Ударив этими костяшками, вы скорее всего травмируете себе руку. Можно и эти травмировать, но реже. Понимаете, любой контакт – это как карма. Тут же идет обратный процесс. Причина – следствие. Макс, а сразу вопросы к тебе есть. Смотри, есть некоторые, особенно у девчонок, очень гибкие вот эти вот большие пальцы, они умудряются загнать их вот так вот в кулак, да, так бить и говорят, что им прикольно. Во-первых, стоит ли отучать, да, от этого? А во-вторых, такой сразу тебе вопрос. Помнишь ли ты прекрасного боксера Джека Демпси, который почему-то рекомендовал бить не вот этими двумя, да, а вот этими? Как ты можешь про это прокомментировать? Ну, чудак он. Ну, не то, что чудак. Уникальный, как бы, интересный человек. В таком смысле. Ему просто так нравилось бить. Но он так чувствовал и так поставил удар. Я думаю, именно так. То есть никаких преимуществ, типа там больше плоскости контакта? Может и плоскость контакта больше, но поэтому стоит укреплять эту поверхность. То есть бить-то можно чем угодно. То есть если посмотреть разные старинные учебники, которые мы делали в Советском Союзе в виде распечаток, черно-белые ксерокопии, хрен поймешь, что написано, что показано. И там, и вот так вот бьют. Представляете, так бить? О, да, я так учился по карате, точно. Называется накадака иппонкен. Красиво звучит? Или вот иппонкен. Попробуй, Лилия. Вот так. Тебе это понравится. Вы просто выдвигаете вот так костяшку указательного пальца, прижимаете его большим пальцем. Соответственно, люди, они же неспроста там эти картинки делали. Они же наверняка пробовали тыкать, пробивать, кого-то били. То есть, ну, путем экспериментов. А это же как бы, ну, очень болезненно. Или, это еще ерунда. Еще вот так вот. Называется хирокен. Вот этими частями можно бить. Узенькие. Удлиняется конечность, тоже можно бить. То есть смысл в том, что все можно укрепить. Но было бы желание. Даже пальцами бьют. Иппон нуките. Чисто на японском. Да, наверное, из «Убить Билла». То есть представьте, эти люди вот так вот пальцем тычут. Отжимаются на пальцах, на больших, на таких, как угодно. Даже был такой мастер Хайден, мастер дзен. Он делал стойку на руке на одном пальце. Ты видел такое? Вот. Я к чему? Все можно превратить в какой-то твердый предмет, который будет лишен обычной функциональной способности. Ну, допустим, что-нибудь печатать на клавиатуре. Я решил сделать руку копыта, как каратисты. И вот они долбят в песок, в камни, а потом у них рука как копыта. С помощью постоянных, безжалостных тренировок, имеющих своей целью сделать тело способным выносить любую боль, ученики постепенно превращаются в боевую машину. Хорошо, наверное, было так в 90-е ходить. Чисто по рынку. Ну, там собирать лаве на точках. Сразу видно, что к чему. Еще уши ломали, и носы, и кулаки такие набитые. Имидж, хули. Ну вам-то это не надо. Ос! Перевел и озвучил Макс Степанов.